Документальный фильм трилогии Вербовского Вадима. Смута в России, 1598-1613 годы. Невыученные уроки. Фильм второй. Гермоген. Стойкость патриарха. Инициатива всенародного покаяния была подхвачена и развернута патриархом Гермогеном после подавления восстания Болотникова. Зимой 1607 года именно святитель Гермоген в целях успокоения страны свершил акт прощения и разрешения всех православных христиан за измены и клятвопреступления, совершенные против Бориса Годунова и Лжедмитрия. Важно при этом, что Гермоген совершал этот акт совместно с первым русским патриархом, святителем Иовом, к тому времени свергнутым с патриаршего престола. После объявленного по такому случаю всенародного поста 20 февраля 1607 года в Успенском соборе Кремля состоялся обряд прощения. После молебна, совершенного Гермогеном, бывшему патриарху Иову подали покаянную челобитную, в которой перечислялись измены и клятвопреступления, с просьбой к патриархам простить измены. Затем была зачитана разрешительная грамота от имени обоих патриархов и всего освященного собора, в которой объявлялось о прощении за все совершенные измены. Главная задача обряда состояла, конечно же, в том, чтобы, получив прощение за прошлые измены, народ впредь не нарушал крестного целования. И хотя после этого события брожения в народе не закончились, но начало всенародному покаянию было положено. Стоит иметь в виду один важный момент. Иногда историки называют сам обряд прощения грехов неудачным, ибо он не дал моментальных результатов. Более того, опыт смуты показывает, что каких-то результатов следует ждать через определенное и довольно продолжительное время. Но подчеркнем еще раз, в конце 1606, начале 1607 года было положено начало процессу всенародного покаяния. В мае 1606 года в результате восстания Лжедмитрий I был свергнут с престола и растерзан разъяренной толпой. Царем стал Василий Шуйский, имеющий гораздо меньше прав на царство, нежели сын Ивана Грозного, каковым многие продолжали считать Лжедмитрия. Поэтому правительство Шуйского сразу же предприняло энергичные меры для того, чтобы, во-первых, доказать истинность гибели царевича в 1591 году, и, во-вторых, утвердить образ погибшего царевича, как невинно убиенного мученика. В таком случае появлялась возможность пресечения дальнейшего развития самого факта самозванства. Для этого уже летом 1606 года, 3 июня, из Углича в Москву были перенесены и освящены останки царевича, а сам царевич, признанный святым, стал именоваться святым Дмитрием Угличским. Авторитет, находящихся в начале 17 века на престоле русских царей, и многообразных претендентов на русский престол, крайне упал. Никто из них, ни Борис Годунов, ни Лжедмитрий I, в истинность которого сначала поверили,
Ни Василий Шуйский не отвечали русскому православному представлению об истинном правителе. В царствование каждого из них беды русской земли только множились, а государство продолжало распадаться. Наконец, летом 1610 года наступило междуцарствие, а боярское правительство пригласило на русский трон польского королевича Владислава. Но отец Владислава, польский король Сигизмунд III, даже этим фактом был недоволен и стремился водрузить шапку Мономаха на собственную голову, и в тех условиях единственным авторитетом в народном мнении осталась церковь, и в первую очередь патриарх Гермоген. В отсутствие других претендентов, и при полном неверии в собственных бояр, претендующих стать царями, патриарх Гермоген согласился на то, чтобы русским царем стал польский королевич. Но он подписал такую договорную запись с поляками, которая резко ограничивала возможности Владислава по изменению духовного и политического строя России. Прежде всего, в качестве главного условия выставлялось требование убрать все польские войска с территории России. Далее в обязанность Владислава вменялось соблюдение православной веры и запрет на возможность введения иных вероисповеданий. От него требовали чтить и украшать православные церкви по прежнему обычаю, оберегать их от разорения, поклоняться святым иконам и чудотворным мощам, а костелы и молебные храмы иных религий не строить. После заключения этого договора Москва присягнула Владиславу. Сам договор был отправлен на утверждение Сигизмунду с великим посольством, во главе которого стали митрополит Филарет и князь Василий Васильевич Голицын. Притом в наказе к послам значилось, что Владислав должен креститься в православную веру, а посольство обязано твердо стоять на тех статьях, которые утвердили в Москве. Патриарх Гермоген отправил с посольством польскому королевичу грамоту, в которой просил того срочно принять православное вероисповедание. «Прими святое крещение», — пишет Гермоген, «примет тя Бог в сыновление, и облечет тя во броне правды, и возложит на тебя шлем спасения, и даст тебе щит веры, и древним великим царем и великим князем равнославно учинит тя». Но Сигизмунд отказался исполнить условия договора и требовал от послов, чтобы они признали русским царем его самого. Не собирался польский король и выводить свои войска, и требовал сдачи Смоленска. К тому же, поляки требовали от русской стороны согласия на свободу распространения католического вероисповедания в России. Сторонники Сигизмунда в Москве всячески содействовали соглашению с польским королем на его условиях и написали грамоту посольству под Смоленск, чтобы послы согласились на все условия польского короля. Но патриарх Гермоген, даже под угрозами, эту грамоту не подписал. Именно позиция патриарха определила и позицию русского посольства. Без подписи патриарха
посольство отказалось выполнять распоряжение, привезенные из Москвы грамоты. В этот период, видя беззаконное поведение поляков и стойкую позицию патриарха Гермогена, русские города начали обмениваться между собой грамотами с жалобами на конечную погибель, пленение и разорение. В посланиях раздается призыв к объединению сил для борьбы с иноземными захватчиками, и нередко в них примером для подражания и символом народного сопротивления становится патриарх Гермоген. И святейший патриарх оправдал народные чаяния. С декабря 1610 года он начинает рассылать по всей России грамоты с призывом к народному сопротивлению врагу. В грамотах, рассылаемых по России, святитель Гермоген дает разрешение русскому народу от присяги польскому королевичу Владиславу. Факты этого разрешения от присяги нельзя недооценивать. Таким образом, патриарх создавал законные основания для объединения сил русского народа в стремлении к освобождению, а сама борьба против польско-литовских войск принимала легитимный характер. Как считают современные исследователи, именно формулировка благословения патриарха стала основой в посланиях времени первого ополчения. Грамоты различных городов призывали народ идти по благословению нового исповедника и поборителя по православной вере, отцом отца святейшего Ермогена, патриарха Московского, и всея Руси, второго великого Златоуста, истинный обличителя на предателей и разорителей нашей христианской веры. Следовательно, глава церкви, святейший патриарх Гермоген, служил примером в стоянии за православную веру, которому должны были последовать православные христиане. Более того, можно утверждать, что святейший Гермоген стал знаменем восстания и духовным лидером ополчения, и только имя патриарха Гермогена могло объединить в тот период самые различные элементы русского общества. Поляки понимали значение личности патриарха для русского народного движения сопротивления. В начале 1611 года его посадили под домашний арест на Патриаршем подворье. Его смущали всяческими посулами и обещаниями, но святейший Гермоген оставался стоек и не поддавался ни на какие уговоры. Тогда в марте 1611 года Гермогена свели с патриаршего престола и заточили на Кирилловом подворье в Московском Кремле. Но это только стало сигналом для русского народа. Молва о заточении патриарха прокатилась по всей русской земле. Народ восстал. Героизм и стойкость была несравнима доселе. Гермоген выполнил Божий промысел и показал истинную роль и значение для московского государства, Святой Православной Церкви. В заточении Гермоген умер 11 мая 1611 года. Но его дело было продолжено Мининым и Пожарским, которые сумели объединить народ в борьбе против польской интервенции. До окончания смуты оставалось 2 года.